Привет, привет! У нас с Жоркой тут вообще идея фикс. Нужно в этот горшок пересадить вот эту вот хою. Понимаете? Я здесь уже вот этой лопаткой прошлась по краю. И мне надо прям перевалить. Перевалить. Я уже сделала это. Освободила корни, которые прям вот, знаете, как они прям... Вот, видите, вот я вот приросли. Вот, уже движется. Сейчас, Жорка, не торопи меня. Вот так это я сделала. Смотрите, корни по форме горшка. И я сейчас просто заменю горшок. Хочу вам сказать, что накануне я очень хорошо его пролила. Он аж капает, мокрый. Вот теперь это будет выглядеть так на фитиле. И я сейчас досыплю просто земли. То есть минимум вмешательства. Земли я не буду досыпать прям до самого верха, просто вот по краям, там, где осталось свободное место. Ага. Неужели у меня получилось? Я не верю собственным глазам, девчонки и мальчишки. Так что вот так. Перевалили. Просыхает очень быстро, и вот это мне не нравится на ней. Из-за этого вот такие листья, представляете? А когда будет в большем количестве грунта, плюс пластиковая емкость, плюс фитильный полив, я думаю, дела пойдут лучше. Сейчас покажу вам состав грунта. Это у меня универсальный субстрат у меня оставался. Как-то он назывался, я забыла, девочки. Ну, простенький какой-то. Добавила туда вермикулит и, ну, вы видите, серамис. И все. И там был перлит добавлен в сам грунт. В общем, сейчас буду вот при помощи лопаточки засыпать. Там, кстати, я вижу, осмокот просыпан. Ну, он не повредит. Но думаю, что он уже не рабочий. Так что вот так. Огородные дела среди зимы. Я, конечно, пылесос приготовила. Но я стараюсь аккуратно. Засыпаю грунт, ребят. Вы бы сказали, вы скажете, что, Ань, надо было отцепить, вот это все потянуть на пол. Я только вчера прицепила. Не хочу я отцеплять. Еще сломаю обязательно пару листочков. Я себя знаю. Я лучше, девчонки, мальчишки, вот так вот аккуратненько, аккуратненько засыплю. Так, ну все, пересажена красота. Надеюсь, в новом домике она будет себя лучше чувствовать. Так, ну а здесь заросли продолжают расти и радовать. Девочки, кто желает срезики, пишите на Facebook Аня Ярощук. Поделюсь. Поделюсь. Разные есть хоечки. Спрашивайте. Расскажу вам про все, которыми могу поделиться на данный момент. Все, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем хорошего настроения и позитива. Пишите, как вы пересаживаете хоечки. Бывают ли у вас вот такие вот нестандартные ситуации? У меня уже не первый раз такая ситуация. Надо будет еще пересадить Лизу. Лизка тоже у меня уже большая, красивая, интересная. Такая вот богатая дама. Сейчас, наверное, пойду ее продушую. Она самая-самая после лакуноз. А даже, мне кажется, даже лакунозы уступают в аромате Лизаветте. Австралис Лиза, мне кажется, ароматит даже покруче, чем лакунозы. Так что всем мирного неба, всем всего самого наилучшего. Пока-пока, до встречи в комментариях. Ребята, пересадки на этом не закончились. Вспомнила, что обещала своей знакомой укоренить новобаенсис, навабаен. Я все время путаю. В общем-то, я делала срез уже, но не смогла укоренить новая хозяюшка
не смогла. Я тоже еще не пробовала эту прекрасную хвою укоренить. Вот я срезала один узелок. Это у меня торф Классман. Он, слушайте, очень тяжело намокает. Вот сначала, вот первый раз его прям надо размачивать. Я просто наливаю водичку и жду, пока он вот начнет впитывать в себя воду. Ой, а этот стаканчик оказался еще с дренажными отверстиями. С одной стороны, это и хорошо, да? Мы вот так поместим во второй, а этот без. Короче говоря, вот так это выглядит. И эти два ушка я отправляю вот так, прям, видите, прям углубляю весь узел в торф Классман. Без ничего. Кто-то еще перлит добавляет. Я просто вот так и поставлю в тепличку. Есть еще одна хоечка, которую я тоже решила продублировать для себя. Это Манипуренсис фила. Я его тоже вот так сейчас хорошенечко туда утоплю. Все, сейчас немножко они постоят. Я подожду, пока торф хорошенечко пропитается. Я посмотрю, может, надо будет добавить еще влаги. И после этого отправлю уже в тепличку. Так как сейчас зима и досветка бывает у нас с перебоями, то этот процесс может затянуться до весны. Но я пообещала, что я попробую собственноручно Новобоенсис укоренить и уже предложить девочке с корешками. Она говорит, вот это первая хвоя, которая у нее вообще пропала. Вот человек уже много лет занимается хвоями. Это вот капризюля, которая не захотела укорениться. Такая вот неприятность. Хотя черенок был такой уж неплохой. Ну, ребят, бывает и такое. Посмотрим, как у меня в торфе Классман получится. Пожелайте нам удачи. Ну, этот за компанию, конечно же. За компанию. Я там еще, кстати, срезала маленький череночек от умирающей хвои лакунозы варигаты. Я один, кстати, поставила. Один прям сразу в Классман, а второй в водичку поставила укоренять. Вот прям верхушечку. Не знаю, что с этого будет. В общем, два варианта, два различных способа. Один в воде будет укореняться. Тут вот у меня среди моих орхидей. А второй в тепличке будет укореняться в торфе Классман. Посмотрим. Ну, если здесь даже появятся корешки у этого череночка, то нам придется все равно в Классман пересаживать. Ну, я что-то вот так его поместила. Пусть будет, посмотрим. В общем, друзья мои, вот такие вот дела сегодня. У меня тут, посмотрите, прям желточки одни собрались. Прикольно, да? Короче говоря, сегодня я вот занимаюсь хоечками. Хоечками, красавицами. Так, ну что, добавлять тебе водичку? Сейчас посмотрим. Так, еще даже, видите, вот не хочет, не хочет. Девочки, буду еще Классман покупать, потому что для укоренения вот must have именно торф Классман. Не знаю, будет ли там, где я покупала. Где-то просто вот в интернете набрала. Ну, ответственный продавец попался, прислал мне вот такой вот мешочек. Видите? Торфяной субстрат Классман. 10 литров. Вот. Вот так вот. Такой мешочек. Это ручная фасовка. Так что напишите, кто где его достает в Украине. Где покупаете. Поделитесь контактами. Я вот помню, что я просто написала торф Классман. Мне высветилось предложение. Я написала
на этот сайт, по-моему, сайт был какой-то по продаже грунтов, и мне прислали. Это вот, да, 10 литров. Тут еще у меня, может, литра 2 осталось. Там горшочек у меня стоит. Немного, но вот для таких малышей само то. Я сейчас вам покажу, кто теперь у меня в тепличке живет. Та-ра-ра-рам. Смотрите. Ну, этих двух красавцев я сюда разместила. Только что. Потом, думаю, сейчас вам покажу, кто у меня здесь еще есть. Обычно теплица переполнена, но сейчас что-то мне лень. И я никого больше не укоренила. Вот я вам говорила про вот этот черенок. Мне кажется, что он как-то... Вот этот листик, мне кажется, он какой-то... Но он еще держится. Не веселый. Как-то вот не задался мне вариант. Он, по-моему, как подгнивающий. Видите? Да. Что-то вот не задалось у меня вот с этой хвоей, с хвоей лакуноза вариегата. Ну, посмотрим. Может, эта часть черенка придет в себя. Ладно. Так, воткнула, я вам рассказывала в одном из видео, воткнула от клеменсиорума просто вот веточку с корешками. Там корни стояли, она стояла в водичке, и там ниже уровнем корешки, пока их не видно, я только недавно их высадила, корешки, короче говоря, уже заактивничали, начали расти, ожили, и я поместила вот так вот в стаканчик. Так, и вот два еще товарища. Вот этот товарищ, который мне уже совсем не товарищ, я с ним измучилась, уже в гидропонику засунула, на фитильный полив, видите, и он не живет и не помирает. Такой вот. Это Белла Льюис Буис. Видите, что творится с ней. А это от нее черенок. Это от нее черенок. И он тоже такой себе не очень, но с корнями. Видите, корешки у него просматриваются. Ну, я хоть себе, вот, блин, хочу себе дубль, хочу вот понять, разгадать этот ребус. Разгадать. Не знаю, вот говорят, должна быть красная посередине жилка, если это действительно Льюис Буис. Девочки, это точно Льюис Буис? У меня вот нету посередине никакой жилки. Или это какая-то варигатная Белла? Я понять не могу. Напишите, пожалуйста. Ну вот я с ней конкретно мучаюсь. Так, а что здесь краешек ожил? Ну вот в теплице она еще худо-бедно растет в тепличке. А достаешь и все, до свидос. Так, ну это нормально. Это хишкеляна варигатная. Остался у меня один такой вот кустик. Вот корешки уже есть. Один уехал недавно, на днях. Вот, корешков уже много. В общем, короче говоря, вот так они у меня тут и живут. Ну, посмотрим, как эти две новые красотки освоят. Ну, а с этими я не знаю. Здесь я вижу уже прям... Ну, они не сыпятся, но такие какие-то безжизненные. Может, тоже почеренковать и в теплицу. Или просто вообще взять его и поставить сюда в теплицу. Да? Со всем этим вот добром. А действительно, девочки, а пусть он поживет в теплице. Сейчас мы ему добавим еще немножечко водички. И пускай поживет в теплице. Со всеми вместе. Раз он такой фельдеперсовый, сейчас я ему воды добавлю. Пускай фитилем пьет. И пускай вот он там сидит. Все. До свидос. Просто раньше не было места. Такое ощущение, что вот эта вот Белла, она какая-то вообще не предназначена для наших квартир. У кого растет, я прям аплодирую. Девочки включают, писали мне увлажнители прям возле нее. Всех обнимаю.